Внезапный ночной стрим. Меня смотрит целый один человек. Привет, человек. На самом деле, тестирую рестрим. Лёха, здорово, это был ты. Мне кажется, что-то не так с рестримом. Я переживаю. Завтра хотела сделать нормальный полноценный выпуск про ЕСБ. Вот, а сегодня просто так на всякий случай тестируем. Мало ли что-нибудь там поломалось. Кстати, заходи в игру. Срочно качай 70 гигабайт и пошли убивать драконов. Я просто решила, что я одна буду играть. Поздно. Да, я думаю, заодно потестирую ютубчик. Ну, раз уж я здесь, хочу сказать, что... Боже мой. Здорово, Денис. Ты все-таки в WoW решил поиграть, это ужасно. Мы же оттуда все выпилились. Невозможно бегать. Так, у нас есть третий герой. Привет! Я не знаю, что бы двигало, когда я нажала кнопку запустить трансляцию, но просто я вот играю иногда вечерами и думаю, как грустно одной-то. Сходить, что ли, на БГ. Квесты поделать, наверное, не удастся. Спек у меня танковый сейчас. Попробуем. Сходим в подземелье. Что происходит? Привет всем, кто не спит. Да, я немножко тестирую свой интерфейс этот. О, вот так. Вот. Все, меня мало, игры много, так и должно быть. Играю я в Elder Scrolls Online. Даже вот так по ночам. Куда мы зашли? Обычный уровень. Чем хорошо играть танком, тебя всегда ждут в инстансе. Чем плохо, нет массового агро. Вообще ни в каком виде. Ну, можно какой-то сет собрать, но слишком заморочено. Ребята, кто смотрит сейчас на настоящие герои, заодно скажите мне, у меня не подглючивает из-за нагрузки на видеокарту, там все такое. Забыла съесть курочку. Чего вы не спите? Я тут это... YouTube тестирую.
Забыла, что есть скилл расхититель гробниц. О! Сейчас. Денис, сейчас. Вот черт. Конечно, конечно, я хочу стать твоим другом. Почему ты раньше этого не сделал? Клыкастый мучительница. Босс. Божечки. В общем, подземелье обычное. И из-за этого довольно скучно проходить. Никакого тебе испытания, превозможения. Все довольно быстро умирают. И имеется все, кроме игроков. Я поняла. Ну, присоединяйтесь к компании. Мне приятно. Я, видите, рестрим больше ни на какие платформы не стала делать, просто будет YouTube. У меня потому что подозрения были, что не так. Эй, а что это он отличает? А, надо было его прерывать. Заболталась. Там, наверное, нельзя стоять, да? Я интуитивно догадываюсь, на самом деле. Умные люди подсказывают, что не надо его бить, когда он скручивается. Это моя команда по спасению. Thank you. Так, что-то у меня... А, я сейчас чат по-человечески включу. В смысле, у меня сейчас меньше 1080? Я просто иначе... Привет, Сережа. Привет. Очень рада вашей компании. Я просто хотела поиграть, а потом мне стало грустно играть одной. С какими-то незнакомыми, непонятными иностранцами. Ну да, трансляция игровая точно идет в 720. Звук в игре потише, хорошо. Я просто сейчас сама тихо говорю. Вообще не планировала говорить, хотела посмотреть, как будет запись. Какие-то немцы тут, божечки, что вот этот? А, все, я поняла о чем. Вот так вот. И звук в игре будет потише. Слишком тихо, да? Гигантский змей. Когда я делаю 1080 в игре, то начинает прям все очень плохо быть. Иначе мы меня не увидим. Я так делала тот раз, когда тестировала свои возможности игровые и лагала дико, конечно.
Сейчас кто присоединился, еще раз рассказываю. Завтра хочу сделать стрим по... Ну, содержательный стрим, не то, что сейчас, по номинациям ИСБ. У нас потому что много на канале новичков, и хочется рассказать всем, как у нас вообще обстоят дела. Я знаю, что основная масса моей аудитории все в курсе уже и так. То есть, скорее всего, не будет пользоваться особым спросом, но такое дело на перспективу, на тот случай, если кто-то захочет прям вот... Ну, часто бывает такое, расскажи про свое вот это вот ИСБ. И ты берешь такой и кидаешь ссылку на стрим, к тому времени уже ставший видеозаписью на канале, стрим, в котором объясняется все, что у нас есть на эту тему на данный момент. Все официальные номинации, вот, и так далее. Надеюсь, будет интересно. Потому что мне самой хочется освежить в памяти правила и вообще всю эту красоту. Так понимаю, сейчас у всех сбился режим на карантине. Все ночами не спят. Играют, шьют, саморазвиваются как могут. И нам, наверное, того времени очень не хватало всем. Как в детстве, когда тебя мамка заругает, что ты зачитался книжкой и не спишь ночью, а с утра в школу или куда-нибудь, уже в институт даже. Разговаривает еще. Мне на самом деле так... Ну, я человек противоречивый. Мне иногда прям тяжело дается следование каким-то правилам там или обязанностям. Вот, и захотелось немножко взбунтоваться сегодня. Никаких хэштегов не ставить под видео, ничего. Просто вот такой вот спонтанный стрим ни про что. Да не говорю, я вот Сережа говорит, драк не хватает, не то слово. Тренировок, драк, вообще чего-нибудь. Вроде бы занимаешься дома, там какие-то бурпи делаешь и прочее, прочее. А это все, конечно, совсем не то. Хочется на свежий воздух выйти, а то маринуешься в этом всем состоянии. И уже не знаешь, кто ты вообще есть. То ли ты паникер, то ли наоборот, раздолбай. А потом, ну, в общем, смешанные чувства. Странное время. Твинк, что он хочет? Тут человек, кажется, играет с 2 аккаунтов. Прикольно. Забавно. Я так... Рома, привет. Я так играла в линейку, помнится, давным-давно. Тоже бегала в 4 окна, кажется. 2 баффера. Доброй ночи всем, кто не спит. Бля, не успевают и воевать, и писать в чат. Как так? Ладно, я. Мне можно. Давай, открывай сундучок. Я напоминаю, что в инстансах, когда попадается сундук, который нужно открывать отмычкой, то это может сделать всего лишь один человек из пати, а все остальные просто уже залезают в открытый сундук. Вот.
Ой, какие ты слова-то вспомнил, прям это, как бальзам на душу. Я играла лично СХ с Пелхаулером. Золотые деньги были, конечно. Прям до сих пор мне иногда снится, настолько в линейке были сочные бафы и спеллы, которые, ну, атакующие, что до сих пор, наверное, ни одна игра не сравнится с ними. Да, в 4 окна. И ведь тянули компы тогда, да, на самом маленьком разрешении, но все равно какая нагрузка была. Наверное, сейчас с нашими уже, с моим, например, железом можно было бы все 20 окон открыть. Романыч, ты чё, не можешь сундуки открыть в ТЭС? Это же самое интересненькое. Просто нащупываешь этот момент, когда каждый из пинов, он как бы начинает дрожать, и перестаешь давить на него, и все. Там ничего сложного, в принципе, нет делать техники. DayZ недавно раздавали в Epic Store бесплатно, насколько я знаю. Да, действительно стоим. Твинк стоит, ничего не делает. Хоть бы какие-нибудь макросы забил на него. Нечестно так. Все работают, а Твинк отдыхает. Ну тогда я тебе могу порекомендовать прокачать ветку плута или вора. Не помню какая. Там, где силовой взлом замков, ну, повышенная вероятность силового взлома. Контра. Я тут недавно зашла в Mass Effect. Сейчас скажу какой. Третий, по-моему. Там, где... Don't kill little snake, please. Окей. Mass Effect, в котором классный мультиплеер был. Короче, ну, с удовольствием поиграла, прям классно. Если кто-то из вас есть в Mass Effect 3, добавляйтесь, зорниться, может поиграем даже еще. И я, наверное, до сих пор с удовольствием бы прошла. Попробовала золотой уровень какой-нибудь. Да, что интересно, народ реально играет и в старые игрушки, в тот же Mountain Blade какой-нибудь старый, там, где есть серверы для совместной игры, они по-прежнему существуют, там какая-то жизнь. Вообще очень интересно, конечно, это. Я помню какого-то то ли фантаста, то ли какая-то криповая зарисовка была в интернетах про то, как на старом сервере была жизнь какая-то. Короче, что-то такое, старая игра, брошенный сервер. И как туда зашел чувак и обнаружил, что там кто-то есть. Блин, мне так прям что-то кайфово сейчас в вашей компании болтать, играть. Не надо ничего придумывать, там слова подбирать. Если уж вы ночью зашли на стрим, значит вот все свои.
Кайф. Что они хотят от меня? А, говорит. Мгм. Блин, это босс, оказывается. Зараза, оглушает еще. Надо не отскакивать. Мне лень. Темплары мне очень нравятся. Вот я не знаю, если у меня хватит задора после подземелья схожу на БГ. Мне очень нравится ситуация, когда меня не могут в пятером завалить, например. Ну, на самом деле, зависит от пачки, конечно, которая тебе достанется, потому что иной раз просто вот разносят в пух и прах на БГ на каком-нибудь с огромным отрывом, там какая-нибудь пачка ведет, и это не ты. Вот. А бывает, что наоборот, ты оказываешься в такой пачке, которая всех разносит. И вроде бы ты делаешь все одно и то же, а результат разный. Ну, я как танк, я и на БГ хожу танком. Видимо, от меня тут особо ничего не зависит. Но у меня много всяких прикольных штук, типа оглушалок, там, щитом кому-нибудь двинуть в лицо. Вот. И затормозить хиллера, там еще что-нибудь. Много таких бесячих штук, не считая там того, что меня пробить очень тяжело. Вот. Я считаю, что я полезный элемент даже в ПВП. А, назвать пятерку ПВП сервер? Круто. Ой, люблю это дело. Прям как вот в студенческие времена. Приходишь ночью, да, вернее, ну, заходишь в игру ночью и пытаешься хоть немножечко урвать чисто для себя там поиграть. Несмотря на то, что вставать с утра рано. А сейчас вставать не надо с утра. Кайф. Очень долго не могла себя заставить вот в игру зайти, потому что сложно было как-то непривычно, что вот реально сейчас взять можно и пойти вот в игру, не надо там э, с утра никого вести в школы и садики, там ничего такого, никто тебя ничего не ждет, все заняты слишком своими проблемами в связи с коронавирусом. Ну, мне, наверное, повезло просто еще. Работы, потери, которые там ощутимы, как-то сказалось бы, на моей жизни у меня особо и не было. Поэтому живем. Сундучок. Ой, мы тут были, да? Или нет? Все отлично. Вот, Денис, смотри. Просто вот дрожит, запоминаешь эту позицию. Аккуратненько, без особого нажима. Ай, у меня много этих отмычек, поэтому я их не берегу. Еще какой-то босс. Кстати, не помню, чтобы я это подземелье проходила по квесту. Может, у меня здесь квест какой-нибудь должен быть. Сложность сложная. Нет, там было среднее написано.
Сейчас что-то будет. Ну. Ничего не случилось. Ну давайте я вам про бестиарий тест онлайн расскажу немножко. Значит, перед нами получеловек, полузмея, называется Лами. Королева Лами и Селистрикс. Вот. Один из типов монстров Elder Scrolls, которого я, кстати, в других играх серии не помню. Были ли подобные вот в предыдущих Morrowind'е, в Обливионе? Что-то такое нет, по-моему, не было. Нетипичный, скажем так, монстр для Elder Scrolls. Заметили, да, как у меня часто криты вылетают? Нет, конечно, вы не заметили, пока не скажешь. Сейчас я как залезу в свой инвентарь. У меня... это 52% рейтинг критический. Когда я надеваю среднюю броню, сейчас я в тяжелой, то рейтинг критического удара у меня вообще повышается до 70 с чем-то там. То есть почти 3/4 ударов идут криты. И так можно. Ко-ко-ко. Ну и чего, мы отсюда выберемся? Кажется, мы прошли инстанс случайно. Ну, сложность инста была обычная. И упали. В Daggerfall я не играла. Вот тебе и... Я не настоящий Elder Scrolls фанат. Вот черт, куда это нас завело. На самом деле, инст мы прошли. Ну вот. Марина застряла. Ладно, я из пачки просто выйду и все. Ой, все. Когда выходишь из пати, будучи в инсте, то ты через некоторое время покидаешь подземелье. Высокие криты, да, они такие. Интересно, я могу сейчас прям пойти? Встать сразу в поле сражения. Ништяк. Готово. Сейчас пойдем бой насмерть. Привет! Мы тут полуношничаем, играем в игрушечку. На самом деле я не ожидала, что будет кто-то зайдет тут на трансляцию в количестве аж 5 человек. Вот. Я хотела потестировать перед завтрашним стримом немножко. Если у меня получится, конечно, завтра все. Вот. Мало ли там что. Какие лаги жуткие. Сейчас. Так. Где-то были у меня еще пара интересных. Черт, не успела переодеться. У меня начала собирать PvP сет. Достаточно интересный. На мой вкус. Ну, там какие-то враги бегают.
Ну вот, да, там сколько, 5 человек и один пэт. И меня еще не очень-то просто убить. Кореша завалили. Блин, а что тут надо делать-то? Роги бесят. Бессмертная классика, да? Пустите. Блин, кажется, я погибла от падения сверху. Урон от падения 10 тысяч, это вообще провал. Наша команда кого-то убила. Неплохо. На самом деле, оказывается, тяжело вести стрим и что-то там играть куда-то. Но ничего, будем практиковаться потихоньку. Так вот. Так, в кокон надо одеться. И что-то вот сейчас больно было прям. Вот это было непонятно. Я иногда пытаюсь анализировать, конечно, урон. Но сдается мне, есть некоторый дисбаланс в этой игре, вы понимаете. Все виноваты, кроме меня. Так вот не. Зараза, тоже темплар. Хоть кого-нибудь убью сегодня, интересно. Блин, какой-то жуткий кокон поставили. Это, кстати, вероятно... Хорошо, меня лучник накидал. Снижение защиты. Вот этот вот огромный круг. Я так мыслю вслух все. Но мы не в самом, так сказать, конце списка. И то хорошо. Смотрю, тут темплары отрываются все. Да блин. Пустите меня отсюда. Скидка на пак из 4 дополнений. По-моему, я видела, что висела. По крайней мере, мой друг недавно воспользовался этим предложением. Должно было быть. На самом деле все надеялись, что во время карантина ZeniMax хотя бы попробует предложить игрокам. Что-то делать нечего, похоже. Например, подписку ESO+, которая является премиальной, попробует предложить игрокам, в качестве жеста доброй воли, там, как сейчас, даже Pornhub и то запереживал на этой почве. Что-то он не отрабатывает скилл. И... Блин. Подлагивает чуть-чуть.
Грустно быть темпларом. Может, мне одеть что-нибудь приличное? Так. Ну, конечно. Это. Было у меня еще пара вещей из ПВП сета. Вот этими руками собирала. Угу. Должно просто поменьше входящего урона идти с батона. Ну вот, уже получше должно быть. Итого у меня вместе с бижутерией получается минус 10 входящего урона от игроков. Минус 10%. Может, что-то и выйдет. Забавно. Вот что это за фигня такая? Вот кто это такой? Человек, который может убить достаточно хорошо экипированного танка. Просто вот пробивает и все. Обидно. Я на самом деле не так уж и искушена, конечно, в ПВП на Тесса. Именно. Так-то я, конечно, любитель в других игрушках. Здесь меня настолько захватил процесс ПВЕ, что нафиг. Да. Восстанили еще, блин. Не просто так. Ну видите, я же даже не сплю, я тоже качаюсь. Эй, где профит? Надо, конечно, подтягивать свои геймерские способности вот так вот понемножечку. Блин, мы второе место занимаем. Роги бесят. А в Тессе, кстати, любой игрок может немножко себя почувствовать рогой, даже если он не клинок ночи, например. Просто потому, что здесь есть возможность для всех войти в инвиз. Вставай! Шашлык. Почему ему персонаж всегда только помогает? О, мой персонаж кого-то добил, быть не может. Слушайте, думаю, тут неплохо, кстати, навоевали сейчас. Главное... Так, пора сруливать. Привет, слева заходи. Извините, что стрим так поздно случился, и те, у кого стояли оповещения, я вот только сейчас догадалась, что у вас, наверное, запеликало где-то в ночи что-то. Ну вот. Это не так часто бывает. У меня сегодня просто вдохновение на меня напало. И с перепугу решила сделать полуночный стрим чисто на YouTube. Потому что есть у меня планы на YouTube завтра. Ты в жопу, куда ты пошел? Видела недобитка тут. Yeah.
Да что это на меня напало такое? О, как... А, все понятно, все понятно. Это оборотень с жуткими какими-то штуками, типа когти там у него или что какие-то. Оглушили, убили, завонзали. Второе место заняли не так плохо. Содействие. Ну вот чем Темплар хорош, он постоянно хорош в содействии. То есть у меня всегда классные очки за помощь в бою. Мне не нравятся вот эти темы с оборотнями и с вампирами. Безусловно, хорошо, что они есть вообще. То есть это разнообразит там картину мира где-то. Вот. Но я как-то побыла оборотнем, мне не понравилось. Ну, просто не нравится прорисовка. Вот. И то, что постоянно надо его как-то реализовывать. Там пожирать трупы врагов или что еще. А вдохновение, да, отбивается. Когда долго не заходишь в игру, накапливается так называемое вдохновение. Ну, типа, персонаж отдыхал, вот, и способен получать больше опыта. Да, я тоже хотела лечь спать пораньше. Ну, если дело в стриме у меня, я ненадолго еще, может быть, на один БГ схожу. Мне просто это как ужастики смотреть. У меня настолько все плохо с батлграундами, с ПВП, что мне спокойнее в компании их проходить. Вот. Очень хорошо, что вы со мной. Посмотрим, что нам выдали. После, блин, каждого похода куда-то настолько засоряется инвентарь. Ну зачем мне вот это вот? Сабатон демонов ямы. Награда достойным. Это я, значит. Красиво. Я даже до сих пор не знаю, для чего все типы валют в игре. Ну, вроде бы более-менее начала ориентироваться. Потому что я играю с времен бета-теста Elder Scrolls онлайн. Вот. Но за это время столько всяких обнов и прочего-прочего, что я просто не успеваю за ними со своим режимом игры следить. Ну, можете полюбоваться, как тут все стало. Если 4 года назад это функционал был и так хорош, что сейчас он просто безграничный. То есть у меня коллекция, да, внешний вид, там я могу нацепить любой костюм из тех, что мне выпали или по разным причинам достались за праздники, за прочее, прочее, прочее. Прически прямо отсюда можно исправлять. То есть не надо искать никакого там бродобрея, который бы... Ну, естественно, все это не очень... Ну, не все это бесплатно. То есть если прическу мы меняем, то это... А, нет. И это даже можно прям сходу сделать. Личности. Можно закупить личность. У меня вот тут такая вот она пафосная. Вот есть другие типы. То есть это то, в какую позу ваш персонаж встает, когда вы бездействуете. Наемный убийца, вот этот крутой. Можно просто без личности. Вот персонаж в спокойном состоянии, без всего. Личность звери какие-то, вот это все можно докупать. Это безграничное количество возможностей кастомизации и прочего-прочего. Я обожаю просто. У меня перед каждым рейдом или походом куда-либо я непременно там переодеваюсь. Вот. Недавно добавили возможность, ну как, для меня недавно, просто вот все вот это, какая красота, это я в это одета, абсолютно все там переиначить, все под себя сделать, там шлемы любого типа. Вот, например, кинжалы, которые у меня на поясе висят, это кинжалы крафтовые, сделанные в одном там определенном стиле. И потом я просто захотела их и переделала вот в такой стиль. Вложив в это игровую денежку, да, и вот, мне нравится, что кинжал выглядит вот так. То есть, вот, а можно, например, стиль оружия. Заходим, одноручное.
кинжал. И смотрим, какой нам нравится кинжал. Можно любому кинжалу, но по отдельности, естественно, придать нужную какую-то форму. Вот у меня кинжал солнечного шпиля. Вот он такой симпатичный, на мой вкус. Все это красится в любые цвета. Краски цветов добываются тоже там разными путями, с прогрессом, с достижениями, с чем угодно. Да, много менюшек, кнопочек, можно с ума сойти, если ты только-только зашел. Тут настолько все разнообразно. Можно кучу домов купить, обставить их так, как вам нравится. У меня, например, возле дома стоит тренировочный манекен и станки крафтовые с нужным мне, там, на которых можно нужный мне сет скрафтить, да, то есть у меня был такой свиток специальный, который давал возможность придать крафтовому станку нужные свойства. Вот так вот все, короче говоря. И игра, она настолько быстро развивается, что даже я, там, старый фанат, я не успеваю за всем, что происходит. Интересно, если я сейчас сниму костюм, у меня будет такая красота, как там мне показали. Ну-ка. Нравится мне бронзовая краска, вот она прям, ну, вот красивая, симпатичная. Опять же, краска это неспроста, она дана за какое-то достижение. Ну чего, я убрала костюм. И все еще выгляжу неплохо. То есть у меня каджитские наручи и ботинки дагерфольского ковенанта Кираса. Это я говорю только про стиль, это еще даже не идет речь о свойствах костюма. Ну, то есть вот так вот. Та игра, в которой совсем не обязательно надевать стрёмную шмотку просто потому, что она там несет хорошие свойства. Тут все можно подогнать. Синий с бронзой, и вот прям можно посмотреть, насколько я знаю, даже сейчас. А красится, кстати, все у станка для покраски костюмов. Да, сейчас я не смогу это посмотреть. На ходу, по-моему, все это не красится. Ну как красиво, главный убор. Ниндзя. Синий и золото, да, мне нравится тоже. Ну, давайте еще разочек сходим на Battleground и пойду я спать или читать. Читать, скорее всего, все-таки. Я, кстати, сейчас нахожусь в локации Эльсвейр, одна из самых свежих. Мы тут всем Эльсвейром ждем, конечно же, выхода следующего дополнения, которое будет уже про Skyrim. Сегодня Макс жаловался, что у него даже тупо места в сумках нет, чтобы идти в Skyrim, если он когда-нибудь выйдет. Вот. Поэтому Макс решил упороться по однопользовательской игре Skyrim, вышедшей в каком там году? В 11-м, кажется, еще. В общем, давно это было. Вообще, конечно, это удивительно рассматривать игры с точки зрения того, как ты там, повзрослел на них. Игра-то не меняется, а ты внезапно тебе за 30. Немножко подлагивает, город достаточно густонаселенный, много персонажей. Я просто не стала заморачиваться сейчас сильно с уменьшением графики в самой игре. В надежде на то, что ночью трафик будет не такой высокий. И я подозреваю, что у меня совершенно бестолковые выбраны навыки для ПВП. Ну, там есть глушилка, и этого, наверное, хватает. Трофей с монстра тоже идет, его можно и продать, и он также идет, по-моему, в достижение.
Все это у нас еще из инстанса выпало. Яды я продаю, потому что у меня есть куда более интересные яды. Всякие лечилки тоже я уже могу и делать. Вообще, в плане там всякого крафта игра тоже потрясающая. Здесь, например, можно сварить зелье, которое будет и давать хп, и делать тебя невидимым, и ускорять тебя, и я не знаю, что еще. Все, что душа пожелает. То есть это зависит от того, какие ингредиенты ты сможешь сочетать. Вот. По-моему, до 4 ингредиентов. В общем, всем, кто любил там в Моровинде смешивать всякое, все совсем просто ради интереса, эта игра тоже, она обязательно к прочтению, к просмотру. Я все еще пытаюсь продать ненужное. У меня сейчас провал, на самом деле, по ювелирке. Я возможность создавать ювелирные изделия не так давно ввели, опять же, для меня. Вот, для меня все еще это в новинку, поэтому приходится прокачивать ювелирку как вот очень неторопливо. Так, захват реликвии. Кубокодром. Здесь еще про все эти поля сражений почитать тоже стоит, про их историю. Я иногда ловлю себя на том, что в игре просто стою и читаю книжку там, одну за одной. Здесь, кстати, вот в параметрах не написано снижение урона от игроков. Урон от игроков и урон от мобов, он идет по разным параметрам. Ого, сколько у меня неистраченных очков чемпиона. Ё-моё. А я даже не смогу сейчас немножко их подкачать. О, с нами хилка. Неплохо, неплохо. Что, пойдемте кого-нибудь щемить? Если, конечно, получится. Ну и где? Кто-нибудь? Ну давайте, блин. Вот так всегда, блин, бывает. Вот вы с ребятами куда-то бежите, кого-то щемите, а потом раз и... Не уйдешь. Ну чё он не упал? Какая-то фигня. Блин, эти... Ненавижу оборотней и вампиров. Просто... Оборотни уязвимы к, насколько я знаю, даже в человеческой форме они уязвимы к ядам, а вампиры к огню. Ну сколько они народу могут за это время забодать. Так, а нам надо реликвии. Ну да. Ну, ветка парного оружия хороша, как ни крути. Кого-то убила.
Наша команда захватывает. Смотри-ка ты. Мы не в самой этой, как ее. Куда вот он побежал? Ну и хочется пояснить, да, у меня два вида оружия. Зачем-то заюзала, блин. Наверное, я просто собой пожертвовать решила. Ну да, я молодец. Почему бы нет? Хочу поменять скиллы. Вот это вот мне надо убрать с панели. Поставить что-нибудь стоящее. Например, щит. Большой щит. На всех. Потому что я кто? Альтруист. Пока ведем. А, то есть реликвии 3, да? Да-да-да. Угу. Эх. Погнали городские наших. А мы на перерез. Можно еще включить, конечно, режим скрытности. Но это так себе идея. А захвачу-ка я реликвию, на самом деле, что я? Какие-то черепушки. Недолго проходила я с короной. Какая ирония. Извините. Щит и полуторник. Ну, в какое-то время, кстати, вот я точно помню, до недавнего времени в ветке двуручного оружия одна из способностей, вот это вот, ну, когда, короче, не помню, как это называется по-английски, свипинг, что-то там. В общем, она давала возможность убили. Не только срабатывала боевая штука, но еще и она восстанавливала сколько-то там. О, как меня это раздражает, какие-то призы непонятные, блин. Что, темплары на темплары? Тоже, небось, радуется, что его не могут побить никак.
Короче, с течением времени меняют атрибуты у скиллов. И, например, уже, да, двуручное оружие в двух руках мне перестало быть актуальным. Вот, видели, да, пример, как маг может напасть. И... Ну давай, лопух. Давненько я не ругалась на соперников всякими непонятными словами. Ай, внезапно убили. Увлеклась. Чем ближе твоя команда к победе, тем дольше приходится восставать из мертвых. Сейчас, в общем, вот этот вот БГД бегаю и хорош. Я так это... Ну вот, неужели мы не выиграем сейчас? Ну давайте, ребят, напряглись. Не вижу где. Не могу допрыгнуть. В общем, да, нам вот эту реликвию захватить, и все будет хорошо. У-ху! Мы кого-то победили. Я не самый последний по результативности. День удался. И нам еще... У меня еще какой-то квест, оказывается, был. Победить в 3 матчах сражений. Какое удовольствие просто ночью сесть и поиграть. Шикарно. В хорошей компании. Спасибо, что вы со мной. И насчет стримов я, как сегодня писала, уже планирую давать анонсы в Телеграме. Так проще, не так навязчиво. Вот. Не так навязчиво для тех, кто меня читает как человека, а не как стримера там и вроде того. Так что заходите на канал в Телеграме одноименный и будете в курсе всего. Ну, если это, конечно, вам интересно. Потому что сейчас во время периода самоизоляции у нас очень многие люди пробуют себя как стримеры, как публичные, так скажем, личности. У многих творческие какие-то таланты открываются. Это очень круто. И у меня у самой глаза разбегаются, куда бежать, ну, кого смотреть. Так, наверное, вот это прокачаем, да? Так вот
хорошо будет. Никогда не помешает быть хорошим спринтером. И это тоже. Что-то не пойму, откуда у меня столько очков. Вроде недавно все раскидывала заново. Но это опять же, наверное, вдохновение. Вдохновение. Все они вроде бы вот понемножку, но прибавляют каких-то бонусов. Этим и отличается персонаж там, условно, 5-го уровня, да, просто 5-го, от 800-го уровня ветеранского. То есть в Elder Scrolls сделано так, что оба этих персонажа могут играть вместе, могут даже сражаться друг против друга, там, или сражаться вместе в подземелье, или там в PvP-зоне в общей. Вот. Но все-таки чувствуется, когда персонаж только начинающий, и когда уже там опытный маг, у которого все вкачано. Изменения эти, в принципе, они не так существенны, как в той же линейке, например. Но, в общем, классно. Мне нравится очень, как тут все сбалансировано, как сделано, и то, что я могу там с своими друзьями любого уровня просто пойти в любой доступный им, если они начинающие, в любой доступный им донжон и как-то им помочь. Или там еще что-то. То есть грамотно очень подогнано. Скалирование это называется, кажется. Вот. Вот так вот. Надо будет пойти сдать квест. Но я сделаю это потом. На сегодня хватит. Друзья, спасибо, что вы были со мной. Было это очень приятно. Очень ламповая атмосфера ночная. Я так делаю, конечно, очень редко, но вот бывает. Находит вдохновение. Хорошей вам ночи. Спокойной ночи желать не буду. Судя по всему, вы избрали другой путь. У каждого свое право. Да. Сережа, что такое? Это ты меня поддерживаешь по привычке. Я очень скучаю по нашим тренировкам, по боям скучаю просто до невозможности. И даже немножко страшно стримить завтра бои, потому что будет очень не терпеться, и как бы мне там не разрыдаться прямо в прямом эфире. Привет. Я, к сожалению, заканчиваю. Вот прям сейчас было все это спонтанно. Вот. Ну, немножко сегодня побегали в хорошей компании. Сережа, не болей. И вообще никто не болейте. Все. До новых встреч.